Все на меня смотрят, да? Друзья, привет! Альбина блогер в китайском ресторане «Гурмет Темпель» в Нюрнберге, украшенным роскошным интерьером и огромным аквариумом вдоль стены. Вот невольно задумываешься, а не обсуждают ли рыбы за стеклом свою возможную судьбу в меню? Ах, да ладно, это шутка. Зато атмосфера здесь, эта изысканная обстановка придает заведению камерность и ощущение роскоши. Вы только посмотрите на потолок, украшенный вырезанным деревом ручной работы, а люстра, а стены. На входе отмечено, что ресторан получил премию в 2024 году. Как мы здесь оказались, спросите вы? Отмечаем день рождения блогера Лейлы. И сразу же, как вошли, мы поняли, что нам здесь понравится. Ресторан известен своими большими порциями и разнообразием блюд, особенно жареной уткой с хрустящей корочкой. Однако, если вы ищете место с более практичным подходом к цене и количеству блюд, стоит обратить внимание на китайский ресторан Sunrise, тоже в Нюрнберге. Там предлагается шведский стол, где за ту же сумму вы сможете насладиться большим разнообразием блюд. В Sunrise вы платите за обилие и разнообразие еды, тогда как в Гурмет Темпель, в этом ресторане, за роскошную атмосферу. Кстати, видео про китайский ресторан Sunrise в Нюрнберге у меня есть. Ах да, добавлю, здесь вы еще платите за такую вот эффектную подачу блюд. В общем, шикарный вид вам здесь обеспечен. Ресторан принимает уже гостей более 10 лет. Звучит как реклама. В общем, владельцы ресторана, если вам нужна бесплатная реклама, обращайтесь. А сейчас рум-тур по заведению. Как ни странно, но здесь хочется рассматривать каждую мелочь, каждую деталь, каждый предмет интерьера, каждый узор на стене. Из минусов хочу отметить, что чай подается в пакетиках, что может не соответствовать ожиданиям любителей китайского традиционного заваривания. Поэтому я заказала кофе, а мои компаньоны по видео заказали себе напитки. А на десерт мы заказали мороженое с жареным бананом.
Вот такое внезапное включение из поезда с маршрутом Нюрнберг-Ингольштадт. Город с богатой историей, множеством интересных мест для посещения. Это и массивная сторожевая башня с воротами Кройцтор, и церковь Мария де Виктория, и собор Либфрауенкирхе, и Баварский армейский музей, и живописный парк на берегу Дуная, Гренце-парк. Ингольштадт также привлекает и многих любителей шопинга, благодаря своим торговым возможностям. Одной из главных точек притяжения является Ингольштадт Вилледж, известный своими аутлет-магазинами брендовой одежды. Однако сегодня наш путь лежит торговый центр Примарк, расположенный по адресу Людвигштрассе 25. Этот магазин славится доступными ценами и разнообразием одежды неплохого качества. Мы отправляемся на разведку, чтобы проверить, насколько выгодны здесь покупки. Помимо шопинга, Ингольштадт известен как дом компании Audi. Здесь расположен завод и музей этого автопроизводителя. Музей Audi предлагает посетителям уникальную возможность познакомиться с историей марки и увидеть редкие модели автомобилей. Однако сегодня наша цель – исследовать возможности выгодных покупок Примарк. Ну вы поняли, да? Если вы планируете посетить Ингольштадт, стоит выделить время как для шопинга, так и для знакомства с автомобильной историей города. Выйдя из вокзала Ингольштадта и свернув налево, вы попадете на автостанцию. Вот оттуда едут все автобусы. И до музея Audi, и до магазина Примарк, и до аутлета брендовой одежды, и до других достопримечательностей. Еще хочу добавить, что по меркам Германии есть здесь небольшой стадион, но очень уютный, где проводят домашние матчи клуб Ингольштадт. На всех матчах говорят «аншлаг». И еще исторический момент. Тухачевский, будущий советский маршал, и Шарль де Голль, будущий президент Франции, отбывали здесь заключение в лагере для военнопленных в годы Первой мировой войны. Хочу добавить, что город находится между Мюнхеном и Нюрнбергом. Ехать от Нюрнберга примерно час, и город находится на реке Дунай. Ну и раз мы не попали в музей Audi, расскажу вам немного истории. История начинается с 19 века. Немецкий инженер-конструктор Август Хорх организовал предприятие под названием Horch & Company. Он и подумать не мог, что через каких-то 100 лет его детище станет одним из лидеров мирового автопрома. Обратите внимание, под Кёльном он открывает небольшое производство со штатом 11 человек. У завода появились акционеры, но вот они как раз и сыграли злую шутку. Хорх решил поучаствовать в гонках и проиграл. Для Horch & Company это был провал, ведь автомобиль, участвовавший в заездах, потерпел неудачу, и акционеры предложили Хорху уйти с поста главы компании, которую он создал и управлял производством более 10 лет. Но человек с сердцем инженера не смог оставаться в стороне и уже в 1909 году открыл новый завод, заняв на это 200 тысяч марок. С названием мудрить не стал и снова решил использовать собственную фамилию. Однако бывшие компаньоны подали на немецкого инженера в суд за плагиат. Пришлось искать другой вариант, и на помощь пришел сын одного из коллег, сыгравший в истории названия Audi главную роль. Мальчик, изучающий латынь, сразу уловил связь между фамилией автопромышленника и латинским словом «Audi», производным от слова «аудире». Было «Хорх» – «слушай», а стало «Ауди» – «послушай». Хорху понравилось перераспределение акцента за счет повелительного наклонения глагола, и новая компания была зарегистрирована именно под этим названием Audi. А история создания логотипа Audi такова. Кредитор автопромышленников Саксонский банк, чтобы не потерять свои средства в разгар мирового кризиса, заставил объединиться фирмы Audi, Хорх, Wanderer и ДКВ. Так на свет появилась компания Auto Union, эмблемой которой стали 4 кольца, как знак равноправного сотрудничества 4 производств. Каждой марке в новом объединении отводилось свое место. Audi специализировалась на спорткарах, Хорх на авто премиум класса, ДКВ остался верным мотоциклам,
а Wanderer занялся разработкой машин среднего уровня. А штаб-квартиру компании решили создать в Ингольштате. Финансовая мощь Audi позволила компании стать главным вкладчиком концерна Volkswagen. Несмотря на широкий диапазон выпускаемых авто, она все так же входит в группу, ориентированную на разработку спорткаров. В ней также участвуют и Lamborghini, и Seat. Так что за годы своего существования компания выросла с 11 до 85 тысяч человек и по сей день конкурирует с BMW и Mercedes. Ну а мы подъезжаем к торговому центру City Arcade, где находится магазин Primark, где же и находятся и другие магазины Нью-Йорк, C&A, TK Maxx. Магазин Primark привлекает как местных жителей, так и туристов, стремящихся обновить гардероб без значительных затрат. Расположение магазина в центре города позволяет сочетать покупки с прогулкой по живописным улочкам Старого Ингольштата. Исторический центр города славится своими узкими улочками, вымощенными брусчаткой и яркими домами в баварском стиле, создающими уютную атмосферу. И прогуливаясь по старому городу, вы сможете увидеть множество исторических зданий, отражающих богатую событиями историю Ингольштата. Среди них выделяется старая ратуша Altes Rathaus, красивое здание с уникальным фронтоном, являющимся одной из архитектурных жемчужин города. Стоит также отметить, что в 15 веке в городе был основан первый университет Баварии, ставший впоследствии центром контрреформации. Главный оппонент Мартина Лютера в религиозных спорах был Иоганн Эк, ректор Ингольштатского университета, а вымышленный персонаж английской писательницы Мэри Шелли Виктор Франкенштейн изучал здесь медицину. И в церкви XVIII века можно увидеть уникальную фреску братьев Азам. И этот уникальный шедевр знает не каждый, но мы-то с вами уже знаем и постараемся попасть туда, но не сегодня. Все знают знаменитую Азам-Кирхе, церковь в Мюнхене, а здесь это сестрица той церкви, тоже Азам-Кирхе. Церковь находится в историческом центре Ингольштата в 2 шагах от собора, однако многие туристы могут легко пройти эту скромную улочку стороной. Ни обширной площади, ни выдающейся башни, ничто не предвещает встречи с чудом прославленного баварского мастера, волшебника оптических иллюзий космоса Дамиана Азама. И эта потолочная фреска является крупнейшей в мире потолочной росписью. Помните собор в Регенсбурге? Там тоже была работа братьев Азам. Если не помните, в моем видео о Регенсбурге эта информация есть. Ну что мы все о духовном, о культурном, теперь о мирском, о шмотках. Отходим мы к этому знаменитому магазину Primark. Друзья, мы уже в торговом центре Primark. Посмотрим, что нас ожидает, какие там цены, скидки. Расскажем, покажем. Идем. Магазин оказался небольшой, но 2 этажа. Цены дешевле, чем в других магазинах, масс-маркетах. Ассортимент тоже здесь не огромный, но все необходимое, нужное здесь можно найти. Продают здесь и женскую одежду, и мужскую, и детскую, и товары для дома. Кстати, такая пижама везде стоит где-то около 30 евро. Здесь она 17 евро. А вот стоимость домашних таких брюк не отличается от других магазинов.
Вот, а эти брюки, кстати, это 100% хлопок, они 2 раза дешевле, стоят 8 евро. Постельное белье, 1 пододеяльник и 1 наволочка 11 евро. Но учитывая, что это 100% хлопок, дешево. Уже готовый искусственный букет с вазой 9 евро. Резюмирую. Магазин пригоден к посещению. Товар действительно дешевле. И еще, так как сейчас февраль, а в феврале всегда в Германии большие скидки в магазинах, на этот недорогой товар еще действуют скидки. Друзья, наш шопинг закончился. Мы попьем кофе и поедем обратно в Нюрнберг. Напишите в комментариях, в какие магазины в Германии ходите вы. Может, и я там побываю, сниму видео и поделюсь с вами. Горшочки настоящие. Друзья, внимание! Болельщики футбольной команды Ингольштадт 04, имейте в виду, здесь есть вот такой вот сувенирный магазин футбольный. А так выглядит вокзал Ингольштадта. Небольшой, и население здесь 130 тысяч человек. Друзья, до новых встреч!